Итак, друзья, всем привет! Сегодня будет видео про фару, которую я уже достаточно давно забыл, что мне ее подарили. Это фара от Volkswagen Polo. Автомобиль действительно массовый, поэтому стоит начать тесты лампочек и на нем. Потому что, конечно, вот фара от Sportico, на которой я делаю тоже постоянно тесты, это все хорошо, но с фарой от Polo есть определенный трабл. Ну, не то чтобы трабл, но есть определенная особенность. Также я встречал в комментариях под видео такую информацию, что как раз вот такие фары, сейчас я вам их поближе покажу, что такие фары, ребят, слепят. Слепят они почему? Потому что многие... Нет, давайте не так. Слепят они, ребят, потому что, смотрите, здесь, к сожалению, на Volkswagen вот придумали вот такую вот хрень. И если у обычных автомобилей вот обычная вот такая вот защелка, которая открывается, закрывается, и все как бы с этим скреплением лампы довольно просто, то здесь, ребят, немцы постарались и сделали вот такую вот штуку. Лампочка здесь крепится с помощью вот такой специальной штуковины, и вот давайте сегодня с ней будем разбираться. И, ребят, и вот эти вот защелки, которые вы сейчас только что видели, они стоят не только на Polo, они стоят на куче немцев, на японцах стоят, то есть на Nissan Qashqai я их видел, на Аудюхах, на Опелях, Векторах, Астрах, короче, кругом, на Мерседесах. И, ребят, давайте сегодня разбираться, как грамотно поставить светодиодную лампу в данные фары, чтобы они никого не слепили, чтобы фара нормально регулировалась. И, собственно, предлагаю начать. Показывать, как сюда поставить светодиодную лампу, буду на примере вот светодиодных ламп от Osram. Они недавно были как раз у меня в обзоре, и вот эта лампа, она в принципе обладает классической конструкцией, и, собственно, поэтому сегодня мы как раз на ней поэкспериментируем. Итак, ребят, что нам потребуется, чтобы сюда поставить светодиодную лампу? Ну, для начала надо вытащить лампу, но перед тем, как вы ее будете вытаскивать, обратите внимание, что вот здесь определенный такой выступ на этой защелке есть. Так, пардоньте, руками старайтесь не трогать, если трогаете, потом обязательно протирайте. Здесь, в общем, есть выступ, и этот выступ совпадает вот с вот этим выступом на самом цоколе. Это все, что, как говорится, вам нужно для начала знать и запомнить. Итак, что мы имеем? Мы имеем в виду защелку, внутри контакты, а здесь специальная пластиковая вот эта пластина для того, чтобы легче было ее вставлять и поворачивать. Что нам надо, чтобы поставить сюда светодиодную лампу? Для начала, ребят, нам надо снять вот эту вот защелку. Она снимается достаточно просто, маленькой тоненькой отверточкой. Можно подцепить вот эти два края и демонтировать вот эту вот защелку. Основная, ребят, проблема с установкой светодиодных ламп — это то, что если мы снимаем цоколь с лампы, вот он здесь стальной, естественно, мы не можем поставить защелку, не модернизировав ее, потому что у нас банально вот, не пролезает у нас, соответственно, цоколь, и, соответственно, вот этот, видите, зазор, то есть не позволит нам никоим образом лампу поставить и защелкнуть. Вот, видимо, из-за этого у многих просто банально криво стоят лампы в этой фаре, и, соответственно, они из-за этого слепят. Ребят, и тут у вас есть два пути. Первый вариант — это заказать модернизированную вот такую защелку на AliExpress. Она, соответственно, придет к вам, вы ее поставите вместо вот этой родной, и, собственно, все у вас будет нормально, вы установите легко светодиодные лампы. И второй вариант, если вы не хотите ждать, вы не хотите покупать, соответственно, колхозить, то есть модернизировать вот эту защелку самому и, собственно, ставить лампы уже с родной защелкой. Какой путь выбрать, решать вам. Я специально порылся на Алиэкспрессе, нашел ссылки, пожалуйста, они в описании будут. Кому не сильно горит, кому не хочется работать напильником, собственно, могут приобрести данную защелку, заказать, она стоит копейки. Для всех остальных, собственно, продолжаем, потому что сейчас я покажу, как из вот этой защелки, из стандартной, сделать ту, которая подходит. Итак, вот еще раз наша защелка, вот наш цоколь, соответственно, наша задача вот
из квадрата сделать круг. Соответственно, для этого можно использовать напильник, и вы просто и долго, и достаточно муторно просто пилите ее, соответственно, выпиливая здесь вот небольшой такой паз. Я это, ребят, делал, но мне это немного надоело, потому что это действительно достаточно муторное занятие. У меня есть штука поинтереснее и побыстрее, которая делает модернизацию. И, ребят, штука вот эта называется дремел. На него я одел вот такой вот камень. Соответственно, попробую сейчас им немножко вот, наверное, в таком формате как раз сделать вот из этого прямоугольного квадрата сделать круг. Для того, чтобы как раз у нас оделась вот эта защелка на цоколь. И, ребят, крайне рекомендую вам такие работы совершать хотя бы в очочках, потому что, мало ли, отлетит кусок камня, отлетит там еще какая-нибудь железячка. В общем, берегите свои глаза, они вам еще пригодятся. Итак, ну тут буквально за пару минут, собственно, мы прямоугольное отверстие сделали немного круглым. Так, вот про вот этот выступ я уже напоминал. Нам надо именно его совместить вот с выступом цоколя. А вот эту штуку, сейчас я про нее, кстати, забыл сказать, вот эта штука, она обязательно должна заходить вовнутрь цоколя. Вот в небольшой паз. Вот здесь вот он есть, вы его, наверное, видите. Если, ребят, такого паза у вас нету, то, скорее всего, придется вам ее спилить, чтобы ее не было. Потому что она будет немного мешать. Да, ребят, вот видим, что по центрам уже все, центральная часть цоколя проходит. Мешает у нас исключительно вот эта вот маленькая пластинка. И сейчас я ее попробую либо загнуть, либо полностью тогда удалю, если она будет все равно мешаться. Попробуем удалить ее вот с помощью таких вот манипуляций. Немножко загнул. И сейчас проверим, будет ли плотное прилегание у нас защелки к цоколю. Да, вот видите, ребят, вот здесь вот теперь нету никакого зазора. Соответственно, защелка максимально плотно со всех сторон прилегает к цоколю. Возвращаемся к нашей лампочке. Теперь у нас спокойно цоколь может быть поставлен на лампу. Но в чем проблема, ребят? Здесь есть вот еще такие места, где крепится вот эта пластиковая защелка, и они как раз вот пару сантиметров, видите, они не дают лампе сесть. Соответственно, если ее оставить в таком состоянии, она будет явно не в фокусе. Теперь наша задача, ребят, вот эти вот два, сейчас я просто покажу, вот и вот, их немножко загнуть вверх, для того, чтобы у нас цоколь сел полностью на корпус лампы. Чтобы это поправить, мы опять же берем вот суперинструмент. Суть в том, что нам надо вот эти штуки немножко вот загнуть, вот, и теперь у нас ничего не будет мешаться. И вот, ребята, результат наших усилий в том, что даже можно было не настолько сильно ее отгибать. Ну, собственно, цоколь у нас, вот цоколь, если посмотреть, вот там вот зазора у нас теперь нету. Соответственно, защелка у нас полностью стоит на месте и не мешает установке лампы. Также, ребят, для того, чтобы она не так сваливалась, рекомендую чуть-чуть вот эти, которые мы усы поджали, загнули, вот немного их сплющить, для того, чтобы они лучше держались именно на защелке, чтобы она не соскакивала. Вот я их поджал, она теперь, по крайней мере, не сваливается, и у нас, соответственно, гораздо больше шансов культурно ее поставить. Сначала ставим цоколь. Здесь вам, к сожалению, ребят, не видно, но суть в том, чтобы просто пальцами ее поставить и завернуть вот за те два винта. Сейчас я приближу, покажу.
Вот они, два винта, соответственно, снизу вверх и сверху вниз просто заходят пазы крепления, соответственно, цоколя. Вот, ребят, я ее чуть-чуть из зацепления вытащил, соответственно, теперь видно, что она просто вот туда заходит, соответственно, и проворачивается по часовой стрелке. Ну, а теперь, ребят, дело техники, просто поставить туда лампу и поставить ее примерно проводом вниз. Ну, мы сейчас, собственно, покрутим и посмотрим, как это отразится на светотеневой границе. Опять же, ребят, места мало, поэтому просто, ну, надеюсь, вы тут поймете, вот она просто встала и, собственно, теперь она вращается. Вываливаться она ни в коем случае не будет, там достаточно плотные резинки, поэтому никаких, соответственно, таких моментов, что она может выскочить, нет, такого нет, ребят. Можете за это не переживать. Ладно, давайте теперь покрутим лампу, посмотрим, как будет светотеневая граница и, соответственно, сделаем выводы про наиболее правильное положение лампы для рефлекторной фары от пола. Итак, ребят, все готово, включаю я прибор и, соответственно, мы видим, что у нас лампа уже начинает светить. То, что мы видим, это далеко вообще не идеал, и сейчас как раз давайте займемся вот именно регулировкой. Попытаемся более улучшить светотеневую границу. Соответственно, будем это делать с помощью вращения лампы. Вот она немножко вращается, ну не немножко, она на 360, собственно, вращается. Но наша задача теперь найти правильную светотеневую границу. Так, вот я сейчас ее начинаю уже проводом вверх ставить. Ну вот что-то типа такого, наверное. Если пытаться найти максимально похожую светотеневую границу для галогена, наверное, это вот проводом, да, вверх. Теперь давайте попробуем дальше, повернем провод и посмотрим, можно ли что-то сделать, будет ли лучше, если, допустим, мы повернем. Ну, примерно неравнозначные показания, соответственно, наверное, это вот. А это, ребят, проводом вниз. Надеюсь, вам тоже видно. Ну, собственно, больше здесь крутить уже ничего не накрутишь. Где-то вот так. Вот, наверное, такую светотеневую границу мы максимально можем получить для пола. Если посмотреть на фару, то видно, что там стоит лампа ровно, что она не перекошена, потому что вот те пола, которые слепят, у них, значит, явно стоит лампа не в фокусе, соответственно, она стоит криво. И вот показываю, ребят, светотеневую границу. Она, конечно, стала более размытая, чем на галогеновых лампах. Это все-таки, ну, видно, что она имеет большее размытие. Вот, но это максимум того, что вы можете, соответственно, сделать на данных фарах. После обратной замены, как видите, лампа стоит тоже ровно, никаких проблем. Если там посмотреть, то она именно в центре торцевого колпачка. Светотеневая граница, вот она стала ровная и четкая, на своем месте, соответственно, с лампой у нас никаких проблем нету. Вот, в общем, вот этой информацией я хотел с вами поделиться, потому что вот эти комментарии по поводу, что данные фары слепят, что на поло слепят, как раз про то, что люди неправильно ставят защелку, неправильно фиксируют лампу, лампа стоит не в фокусе. Фара, повторюсь, не линзованная, соответственно, здесь любой перекос, он максимально плохо влияет на вот эту светотеневую границу. Вот. По поводу того, как светит данная фара, делал пост в Инстаграме. Если кто-то не смотрел, кто-то не подписан, ссылку закреплю в описании, и в комментариях будет тоже ссылка. Переходите, посмотрите, но если вкратце, если делать замер по центральной точке, где-то на 40% ярче, чем стандартная лампа, обыкновенная галогенка. На этом, собственно, все. Если информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна и вы не узнали ничего нового, ставьте дизлайк. Ничего страшного. Как всегда, с вами был Андрей Финашин, и до новых видео.